Так, тема сегодняшней лекции – теория научных революций. Автор этой теории был Томас Кун. Он жил в Америке, годы жизни 1922-1996, то есть умер не очень давно. Итак, первый вопрос. Исторические этапы развития науки. Первый этап – это античная наука. Наука зародилась в древности, но длительное время научное знание пребывало в эмбриональном состоянии. Первый ученый – это Аристотель. Кстати, из всех философов я его уважаю больше всех. Кроме него Архимед, Евклид. Недостаток античной науки состоял в том, что античная наука опиралась только на абстрактное рассуждение с помощью формальной логики, а не на опыт и эксперимент. Кстати, теорию формальной логики создал именно Аристотель. Но они не проводили опыты, поэтому не было результатов глубоких. Так, второй этап развития науки – средневековая наука. Средневековая наука находилась под давлением религии. Она не могла поставить под сомнение библейские мифы о сотворении мира и человека Богом. Третий этап развития науки – это наука нового времени, который сегодня этот этап продолжается. Ситуация кардинально изменилась в XVI-XVII веках. Наука стала опираться на опыт и эксперимент. Церковь вначале пыталась бороться против науки за идеологическое влияние на общество. Некоторые ученые даже стали жертвами инквизиции. Например, Джордано Бруно был сожжен на костре. Галилей был вынужден раскаяться под угрозой пыток и казни. Но затем церковь была вынуждена отступить, а затем наука и церковь разделили свои функции в обществе и перестали бороться друг с другом. Функция религии – это воспитание и утешение людей, особенно утешение страха перед смертью, а функция науки – это познание. Видите, разные функции. Церковь сегодня даже не претендует на поиск истины. Наука стала важным фактором жизни, то есть именно наука занимается поиском истины. Без науки и ньютоновской механики, в частности, было бы невозможно создать индустриальное общество. И определение наука – это деятельность человека по получению, систематизации и проверке знаний. Следующий вопрос. Томас Кун о научных революциях. Итак, определение. Парадигма. От греческого образец, шаблон. Итак, парадигма – это научный принцип, модель, образец для проведения исследования или научная формула. Парадигма – это признание всем научным сообществом в течение длительного времени модель постановки проблемы и ее решения. Учебники часто не предоставляли собой собрание устаревших парадигм.
Учебники часто представляли собой собрание устаревших парадигм. Эти учебники не отражают процесс развития познания. В этих учебниках часто ни слова не говорится о спорах и конфликтах между учеными, которые являются, то есть конфликты, то есть ученые, которые являются сторонниками новых и старых парадигм. Существует два сменяющих друг друга этапа развития науки. Первый этап – нормальная наука. Второй этап – революционная наука. В период нормальной науки большинство ученых верят в истинность старой парадигмы и стараются классифицировать, упаковать факты по теоретическим ящикам в шкафе старой парадигмы. Эти ученые стараются решать мелкие головоломки, но ни в коем случае не стараются ставить под сомнение истинность старой парадигмы, лежащей в основе их исследований. То есть, если ученый попытается подставить под сомнение парадигму, его считают сумасшедшим. Нормальная наука часто борется против сторонников новых парадигм, но не считая их сумасшедшими, так как новые парадигмы разрушают старые парадигмы и сами теоретические основания нормальной науки. Примеры ученых, которые сумели изобрести новую парадигму и осуществить научную революцию, это Коперник, Ньютон, Лавуазье и Эйнштейн. В начале периода революционной науки появляются упрямые факты или аномалии, которые не помещаются в ящики шкафа старой теории. То есть эти факты нельзя объяснить с помощью старой парадигмы. Поэтому научный реформатор должен сломать старый шкаф и построить новый шкаф, создать новую парадигму, с помощью которой можно объяснить эти упрямые факты. Успех в споре между представителями двух парадигм зависит не только от степени гениальности этого реформатора, но и от наличия у него союзников в сфере бизнеса, политики и науки. Эти союзники могут обеспечить возможности для общественного признания. Часто сторонники старой парадигмы не хотят признать истинность новой парадигмы и упорствуют в ереси. Потому что они должны естественным путем, то есть сторонники старой парадигмы должны умереть или отправиться на пенсию. Развитие науки не представляет собой постепенное и последовательное накопление знаний, как описана история науки в учебниках. А история науки представляет собой последовательность научных революций. Это сопровождается конфликтами между учеными и научными школами. Такие конфликты являются примерами идеологических конфликтов, по моей теории, идеологические конфликты. Ранние стадии развития большинства наук характеризуются постоянным соперничеством между множеством различных представлений о природе. Именно такое положение сложилось сегодня в сфере макросоциологии, где существует много конкурирующих между собой школ и направлений. Наблюдение и опыт могут и должны резко ограничить количество этих конкурирующих между собой школ и направлений.
история науки – это кладбище устаревших парадигм. Сторонники устаревших парадигм в науке стараются сопротивляться новому до конца. Они остаются искренне убежденными, что с помощью старой парадигмы в конце концов можно решить все проблемы, что природу можно втиснуть в рамки ящиков шкафа старой парадигмы, что неудачи сторонников старой парадигмы – это временные трудности, но смена научных парадигм – это неизбежный процесс в рамках развития науки. Кстати, сторонники старой парадигмы часто являются техниками по типу личности. Упорство в отстаивании устаревших идей – это характерная черта техников. В этом проявляется недостаточное развитие у них абстрактного мышления. Хотя во все времена господство старой, то есть во времена господства старой парадигмы эти техники имели большие заслуги в эмпирических исследованиях. Ну, я знал такого человека, например. Он сейчас умер. Захаров Юрий Романович. Вот мы с ним тоже спорили в начале 90-х о коммунистических перспективах. Я доказывал, что коммунизм – это утопия. А Захаров считал, что Карл Маркс – это гений всех времен и народов. Ну, вот он с этой верой и умер. Из университета его выгнали, ну, умер на пенсии. Хороший был человек, но глупый. Как преодолевается это сопротивление сторонников старой парадигмы в естествознании? Вот, это был вопрос. С помощью обещаний защитников новой парадигмы решить все проблемы, которые привели старую парадигму к кризису. Например, Коперник утверждал, что он разрешил давно раздражающую проблему продолжительности календарного года. Ньютон, он утверждал, что примирил земную и небесную механику. Кроме того, считается, что новая теория должна быть более ясной и простой, более удобной или более простой, я уже говорил, чем старая. Вероятно, такие аргументы более эффективны в математике, чем в других естественных науках. Новая парадигма должна обещать сохранение в значительной мере реальной способности к решению проблем, которая накопилась в науке благодаря предшествующим парадигмам. Новизна ради новизны не является целью науки. Но видите, Томас Кун, он писал в основном на примере физики. Я вот потом применяю теорию Томаса Куна в общественных науках. То есть тоже говорю, что вот были упрямые факты в коммунистическом эксперименте. Ну и как вот эти упрямые факты можно объяснить? С помощью новой парадигмы. Потому что старая парадигма, теория Карла Маркса, но она устарела. У меня своя теория. Так, ну и чтобы эту теорию объяснить, теорию Томаса Куна, я приведу пример из развития биологии. То есть теорию Чарльза Дарвина. Итак, сторонники старой парадигмы в биологии опирались на Библию, согласно которой все биологические виды были созданы Богом. Поэтому
виды существуют в неизменном виде от момента сотворения мира. Ну, там Бог создал каждой твари по паре, да. И потом Ной как-то на своем плоту это все твари перевез во время потопа. Так вот, Бог создал эти виды за 7 дней. Биологические виды не изменяются, не возникают и не исчезают. Вот что говорили сторонники старой парадигмы в биологии. Ну вот Ламарк составил классификацию биологических видов. После открытия огромного количества видов возникло сомнение в том, что библейский Ной смог поместить на своем ковчеге каждой твари по паре и спасти их от всемирного потока. Стали сомневаться, ну как можно столько видов перевести на плоту. Сомнения возникли в том, что Бог создал Адама и Еву как прародителей человеческого рода. Ну, потом вы знаете, что Чарльз Дарвин сказал, что не Бог создал Адама и Еву, а человек возник от обезьяны. Так вот, Чарльз Дарвин отправился в кругосветное путешествие на Галапагосские острова и обнаружил там упрямый факт. Популяции птички вьюрок, ну, ткачек. Так вот, эти популяции птички вьюрок на разных островах имели клюв разной формы и размера. Перед Дарвином встал вопрос. Эта популяция относится к одному биологическому виду или к разным видам? С помощью старой парадигмы сотворения биологических видов Богом нельзя было правдоподобно объяснить этот упрямый факт. Поэтому Дарвин создал новую парадигму. Это теорию биологической эволюции и объяснил этот факт тем, что биологический вид птицы вьюрок находится в процессе расщепления и образования новых видов. Критерий принадлежности к одному виду – это способность иметь здоровое потомство при скрещивании. Что касается этого упрямого факта, то теория биологической эволюции прекрасно объяснила этот факт. Популяция вьюрка с разных островов относится к одному виду, хотя имеют разные клювы, но это им не мешает скрещиваться. Пока. А в будущем, возможно, появятся новые виды, которые уже не будут скрещиваться. А пока что эти вот птички могут скрещиваться и иметь здоровое потомство. По теории Дарвина биологические виды возникают и исчезают. По теории Дарвина человек и обезьяна имеют общего предка. Человек произошел не от Адама и Евы. С развитием биологии появились новые факты, которые подтвердили теорию Дарвина. Палеонтологи обнаружили ископаемые останки вымерших организмов, например, динозавров. Ну, что касается человека, обнаружили останки неандертальцев, австралопитеков и так далее. Генетика подтвердила происхождение человека и обезьяны с помощью такого факта, что гены обезьяны и человека совпадают на 99%.
Что касается меня, то я не верю ни в Бога, ни в черта, а верю в Чарльза Дарвина и в его обезьян.